чашелистики. Так, вот я тут налепила чашелистики. У яблочка, ну, здесь как будто бы яблочко, видите, должно быть. Такой вот. Чашелистики очень маленькие. Делаем капельку. Разрезаем ее на 5 частей. Расправляем. Так, видно ли вам? Расправили. И нужно сейчас раскатать. Я делаю это обратной стороной стека. Так. Просто нажимаю. Ой. Вот так. Потом заостряем. Они должны быть остренькие. Дальше желательно вот здесь вот сделать такие выемки, ямочки. Может даже побольше шарик вот. Так. И самое вечно подлипает. Я вот смазываю кремом. Дырочку нужно сделать, дырочку большую посередке, потому что у нас вот эта часть, видите, какая толстая. Заметила, что если пластиковыми стеками работать, глина меньше прилипает, а вот такими дырявить, вот потом здесь глина остается. Так, делаем дырищу такую аккуратно, чтобы не сломался наш чашелистик. Сквозная такая дыра. Ну, примерно так. Здесь мы заметьте, цветы у меня высохли. Видите, какие они сухие. Я могу прям толкать вот так. В общем, готово. Вот здесь вот, конечно, можно нарастить яблочко. Так, лепесточки чашелистиков вниз опускаем. И сейчас я попробую еще нарастить яблочко. Так. Смотрим, что получится.
обкатываем. Оставляя здесь проволоку для закрепления. Так, поработаем над яблочком. Можно, у меня есть вода. Здесь вот. Так, сейчас. О, вот такой, хорошо. Так. Вот, видите, яблочко. Итак, делаем листья. Я заранее приготовила еще в прошлом году это листочки яблони. Собирала их и в глицерине с водой замачивала. И у меня получились такие вот мягкие, они не ломаются, листочки. Значит, что я делаю? Я смазываю маслом. Тряпочка у меня пропитана маслом. Тщательно смазала. Так, сразу 2 листочка будем делать, к примеру. Глина должна быть мягче, чем вот когда мы делали чашелистики и цветы. Эта глина должна быть еще мягче. Как мы ее делаем мягче? Я просто смочила пальцы водой и помяла, и она стала помягче. Так, теперь кусочек. Вот так вот. Укладываем сюда. И поменьше кусочек сюда. Глину убираем. Да, это необычный способ, но мне он нравится. Делается быстро листья. И значит, теперь мы растаскиваем глину стеком. Можно, конечно, и так, но мне нравится вот ребром. Наша задача в серединке оставить потолще, где стебель, а по краям потоньше. То есть мы в этом месте сильно не нажимаем. Растаскиваем. Мы трогаем, чтобы равномерная толщина была у листа. Лишнюю глину всю в сторону. Точно таким же способом я делаю все остальные листья. И роз. Я заранее заготовила такие листья. И гортензии. Много чего заготовила. Но, к сожалению, некоторые листья не подходят для этого. Так, теперь что мы делаем? Растащили. Переворачиваем. Открываем. Увидели такую картину. Теперь мы убираем лишнюю глину. Когда мы убираем, вот зубчики, они так и остаются на глине. Вот. Края прижимаем.
Да, но это странный, конечно, способ, но мне он нравится. Просто у меня нет молда. И вообще у многих нет молдов, чтобы делать их, покупных молдов для листиков. А потом края нужно вырезать, зубчики правильно. Это долго. А вот так вот зубчики вырезаются сразу. Просто нужно тщательно убрать вот с краев лишнюю глину. Вот я тщательно убрала. Это мы убираем, нам пригодится. Убрали. Теперь, что мы делаем теперь? У нас заранее изготовленные проволочки. И еще у меня есть молды такие. Это та сторона, где бороздки туда впуклые. Видите? И вообще это гортензия. У меня нет, к сожалению, яблоневого молда. Эти молды я делала сама. Из силиконовой массы добавляла туда крахмал и так натягивала. Вот еще. Но это покупная масса и плюс добавлен тоже силикон. Значит, ну смотрим. Большой лист мы делаем здесь, наверное. Так, где побольше. То есть мы его берем полностью. И верхний лист, и глину берем. И укладываем так, чтобы стебель, серединка листа, вот ровно в ложбинку стебель попал вот этого нашего молда. И я просто вот так вот прижимаю, с той стороны делаю оттиск. К сожалению, это не яблоневый, гортензии молд, но пойдет, не пойдет. У кого будут настоящие молды яблони, чудесно. Вот смотрите, как что остается. Поднимаем. Кстати, молд тоже надо смазывать. Я его смазывала заранее. Ой. Так, к сожалению, вот здесь вот я потянула. Неудачно. Ничего страшного. Мы укоротим листик. Сейчас мы его подрежем. И как будто так и было. Вот такой будет листик короткий. Вот так. Так. Не знаю, видно вам или нет, но зубчики тут есть мелкие. Оттиск с этой стороны и оттиск с этой стороны получился. Теперь обычно проволочку вставляем. А стебелек мы приделаем позже, когда лист у нас высохнет. Сейчас. Можно его вот так вот согнуть. И укладываем на просушку в какой-нибудь форме. Вот. Даже здесь зубчики видны. Нет, не видно, наверное, вам. Быстро сделали листочек. Точно так же мы поступаем
И с этим. Вот у меня молот поменьше. Не забываем его смазывать масляной тряпочкой. Забираем. Совмещаем стебли. И слегка нажимаем. Все. Добираем часть. Вот такой листик с зубчиками. Все зубчики на месте. Не знаю, как вам показать. Ближе, ближе, ближе. Так. Проволока. Ой-ой-ой. Вот такой необычный способ. Так я делаю все листья. Не знаю, может быть и не нужно сзади отпечаток делать. Пусть будет гладенько, может быть. Потому что не подходит гортензия. Может быть попробовать вот тиск розы.